Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на нашем канале группы компании Varius. Высокие требования к обрабатываемой поверхности детали, заданная точность, шероховатость и плоскостность обычно реализуются благодаря операциям шлифовки. В современных условиях нередко производственники всеми силами стараются на чистовых операциях ограничиться только классической лезвийной обработкой, точением и фрезерованием. Сегодня мы поговорим об инструментальном решении, которое позволяет заменить операцию шлифовки. Итак, торцевые фрезы CS4 Finish с двухсторонними пластинами для чистового фрезерования плоскостей. Режущая пластина в своем арсенале имеет 4 режущие кромки с геометрией Viper, которые позволяют достигать высокого качества поверхности по параметру шероховатости. Номенклатура пластины покрывает практически весь спектр обрабатываемых материалов, а именно для обработки легированных сталей и чугунов подойдет покрытие ТТ-9080 и ТТ-6080. Соответственно, для более вязких материалов, таких как углеродистые и нержавеющие стали, лучшим выбором будет пластины из кермета сети 7000. Для закаленных сталей первым выбором будет сплав ТТ-2510. Для цветных материалов, как алюминий, лучшим решением будет твердый сплав без покрытия. Для высокоскоростной обработки чугунов и алюминия правильно остановиться на CBN и PCD соответственно. Данное решение имеет уникальную конструктивную особенность. Режущие пластины на корпусе расположены на разном уровне и диаметре, и каждая пластина снимает свой слой материала с заготовки. Такое нововведение позволяет отказаться от регулируемых картриджей, которые на практике довольно непросто и долго настраивать, выставляя пластину в один уровень. В сравнении с классическими решениями фреза CS4 Finish позволяет снимать до 5 десяток за один проход, без снижения качества получаемой шероховатости, что дает дополнительную производительность, сокращая количество чистовых проходов. На следующем видео показана обработка легированной стали торцевой фрезой диаметром 100 мм на следующих режимах. Скорость срезания 300 метров в минуту, подача 0,2 мм на зуб, при глубине 5 десяток. Результат по шероховатости РА 0,1. Давайте с вами рассмотрим пример внедрения этого решения на украинском предприятии при обработке детали плита на обрабатывающем фрезерном центре. Заготовка представляла собой плиту из низкоуглеродистой стали 3. Для этой задачи была поставлена торцевая фреза диаметром 100 мм с пластинами в сплаве ТТ-9080. При чистовой обработке верхней плоскости, охлаждения и вывод стружки из зоны резания использовался сжатый воздух. Инструмент работал на следующих режимах. Скорость резания 200 метров в минуту, подача 0,16 мм на зуб, глубина фрезерования 0,4 мм. Как все мы знаем, низкоуглеродистая сталь очень вязкая и сложно на ней достичь хороших результатов по шероховатости и зачастую прибегают к операциям шлифовки. Но после применения фрезы CS4 Finish был получен отличный результат по шероховатости в диапазоне от 0,4 до 0,8 по РА. Это дало возможность на предприятии исключить трудоемкую операцию шлифовки. В другом случае, при демонстрации работы фрезы диаметром 50 мм с пластинами из кермета сети 7000 на заготовке из углеродистой стали 45, для данного типа материала были выбраны следующие режимы. Скорость резания 200 метров в минуту, подача 0,1 мм на зуб, при глубине фрезерования 0,2. После демонстрации был получен отличный результат по шероховатости РА 0,25-0,3. Если подытожить, то область применения линейки инструмента CS4 Finish следующая. Первое. Чистовая обработка плоскостей на деталях из стали, чугуна и алюминия. Второе. Отличное альтернативное решение дорогостоящим операциям шлифовки. В следующем видео мы поговорим с вами об отличной альтернативе классической пластине типа АПКТ при обработке уступов и пазов. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ГК Varius, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!